Всем привет! У меня на стекле 2 скола есть. И с Алишки заказал вот такую тему. Визбелла. Короче, сколы устраняет. Сейчас проверим, насколько она устраняет сколы. Цена вопроса $8. Раковины, сколы, там всякую херню. Так, комплектация. Комплектация. Что нам прислали братья китайцы? Тут пусто. Тряпочку, микрофибру прислали. Сама, собственно, жидкость. Какой-то клей. Инструкция. Здесь у нас салфетки спиртовые для протирки. Липучка. Ультрафиолетовый фонарик. Держак для ультрафиолетового фонарика. Это вот так вот все. Но это, скорее всего, если солнца нету, прилепляешь к стеклу и светишь вот на эту жидкость, чтобы она там в реакцию вступила или засохла. Так, и вот здесь в наборе посмотрим, что. Фланелевая тряпочка. Это двухсторонний скотч липучки. Как раз вот тут дырочка. Ставится на скол. Прилепляется. Пленки. Потом покажу, что с ними делать. Я уже инструкцию. По сути, здесь получается набор для удаления 3 сколов. Флянец, который ставится на трещину, куда заливается жидкость. Шприц для давления и вакуумирования с фиксатором металлическим. Американка лезвие. 2 вот такие вот прокладки, колечки, резиночки и иголочка, чтобы скол сверху счищать. А вот он наш скол. Вот такой вот красивый. Сначала нужно всю поверхность обезжирить, помыть. Кстати, еще один скол. Есть, кстати, еще вот такой здоровенный скол один, который тоже попробуем залечить, но что-то мне кажется, возьмет его, не возьмет. Посмотрим. Сначала начнем с маленького. Так, зачистили, обезжирили. Теперь нужно расковырять. Написано. Расковыриваем. Все, расковыряли. Клеим теперь двустороннюю штуковину, чтобы у нас центральная дырка поместилась прям вот так вот. И отклеиваем верхний слой. Ложим резиночку типа прокладки. И вот эту вот хреновину клеим свистком вверх. Тоже ровненько. Вот так прижимаем. Плотно-плотно. Все, у нас скол получился прям по центру. Так, теперь берем жидкость, наливаем туда 3-4 капли и сначала откачиваем. Сейчас покажу как. Окей. Вставляем шприц. И делаем вакуум. Так, вот, завакуумировали. Ждем.
Так, 10 минут прошло в вакууме, теперь наоборот. Снимаем и делаем давление. Теперь он 10 минут должен подстоять под давлением. Там на шприце есть вот такие риски, куда он цепляется. Ждем еще 10 минут. Ну что, 15 минут прошло. Проверяем, что там. Так, теперь сказано. Кахнуть. Поставить пленку и разгладить. И под ультрафиолетом, чтобы она постояла. Ну что, все, 20 минут прошло, смотрим, что получилось из этого. Какая-то пленочка образуется. Ну, скажу так. В принципе, скол ушел. Его стало меньше видно. Конечно, остались еще. Ну вот, сами наблюдаете. Какой был скол и какой стал. То есть внутренняя трещина, раковина внутренняя, она полностью практически ушла. Там чуть-чуть осталось, не достала до нее жидкость. А так, да. Но это все фигня. Сейчас попробуем вот на этой амбальской трещине. Посмотрим, справится ли эта жидкость вот с такой большой раковиной. Видно ее, наверное. Но это большой скол. Вот и посмотрим. Ну и по той же схеме расковыриваем трещину. И клеим нашу приблуду всю. Скол был по центру. Ложим резиночку. Нет, сначала убираем верхний защитный слой скотча. Ложим резиночку, прокладку посерединке и наклеиваем площадку для шприца. Все плотненько. Так, теперь берем жидкость, льем и ставим шприц. Зальем, пожалуй, побольше жидкости.
Нормально так залили. Вставляем шприц. И делаем вакуум. Все, посмотрим, что внутри происходит. Блин, лужа. Я, конечно, встал прям нормально встал. Так, а там у нас пузырьки идут. Пузырьки — это хорошо. Значит, воздух из трещины уходит. И сама трещина вакуумируется. Так, засекли, ждем 10 минут. Так, 10 минут вакуума прошло. Теперь выкручиваем шприц. И делаем давление. Вот так вот. Ждем 15 минут. Так, все. 15 минут прошло. Снимаем, убираем. И смотрим. Запах, конечно, у этой жидкости пиндец. Так, теперь нужно накапать чуть-чуть жидкости опять на стекло и приложить пленку, разгладить это все. Ну, в принципе, смотрите, что получается. Раковина ушла, небольшой сколик остался. В принципе, видно. Сейчас еще он под ультрафиолетом стоит. Сниму пленку и посмотрим, что получилось. Ну, результат прям видно уже, что раковины такой нет, как было. Все, снимаем. Зацените. Теперь надо счистить верхний слой. Попробуй свистнешь. Вот хозяин. Бабаш, я тебя вытру. Попробуй. Я уже попадал, так что не надо. Ну, нахуй. Я в детстве попал. Бля, у тебя немного сковывает. А так, в принципе, не... Поменяйте, что 5000 подорвать, 5000 поменять. Не говори, сука, этот больше берется, как ракобор, блядь. Я запомню, братан, это конкретно запомню. Блядь, без рейтинга зарплат, ты не видел? Да офигенский результат за $8. Вообще. Раковина ушла. Практически скола не видно. Вот, кстати, еще один скол. Надо будет убрать. Вот такой вот наборчик в Визбелла. Я считаю, что для $8 это просто идеальный вообще результат, потому что залечить один скол где-то 5000 тенге стоит, а тут получается наборчик, еще даже осталось, в принципе, еще один скол можно будет залечить.
Ну, вот 3-4 скола можно залечить одним наборчиком. Жидкость тоже, кстати, осталась еще. Так что вот так, ребята. Я ссылочки все на эту хреновину оставлю в описании. Если кому нужно, проходите, заказывайте, лечите свои сколы. Всем пока. Подписывайтесь на канал обязательно.